Забудьте о камерах, забудьте о толпе. Среди мира, выкрикивающего их имена, Чимин и Чонгук выбрали единственное, что звучало громче всего – тишину. Движение не было поспешным, но и колебаний в нем не чувствовалось. Посреди зала международных вылетов, который с раннего утра уже был наполнен звуками перетаскиваемых чемоданов и тихим эхом объявлений, Чимин и Чонгук двигались в своем собственном ритме. Никаких преувеличенных жестов, никаких улыбок, намеренно демонстрируемых на камеру, и никаких долгих приветствий, которые обычно характеризуют вылет топовых знаменитостей. Но именно в этой тишине внимание публики ощущалось острее всего. Аэропорт в то утро словно затаил дыхание, осознавая, что две фигуры, шагающие к выходу на посадку, были не просто обычными пассажирами, а двумя именами, которые годами находились в центре мирового внимания. Момент произошел быстро, почти без намеков. Не было никаких предварительных официальных объявлений, никаких длинных постов от агентства и ни единого заявления, детально описывающего пункт назначения или маршрут. Все, что осталось, это визуальные фрагменты. Чимин в опрятной, но расслабленной темной куртке, Чонгук, шагающий спокойно и сжимающий паспорт, и взгляд обоих, казалось, сфокусированный только вперед. Они стояли рядом друг с другом, не слишком близко, но достаточно, чтобы показать, что этот путь проживается вместе от начала до конца. Вокруг них атмосфера двигалась как обычно. Сотрудники аэропорта выполняли свою работу, другие пассажиры были заняты своими делами. Но в воздухе витало нечто иное. Несколько пар глаз молча следили за их шагами. Кто-то быстро поднимал телефон, прежде чем снова опустить его, словно понимая, что этот момент нельзя прерывать. Не было большой толпы, никаких криков и хаоса. Лишь присутствие двух фигур заставляло зал вылета казаться тише, чем обычно. Чимин, казался, замер перед стойкой проверки документов. Он слегка опустил голову, перепроверяя паспорт и посадочный талон в руках. Этот простой жест, который мог бы остаться незамеченным, если бы его сделал кто-то другой, стал центром внимания. В том, как он стоял, чувствовалось спокойствие, словно он подготовил себя задолго до наступления этого дня. Рядом с ним Чонгук бросил короткий взгляд, не с тревожным выражением, а скорее спокойным и контролируемым взором. Не было записано долгих разговоров, лишь краткий обмен взглядами, которого, казалось, было достаточно, чтобы передать взаимопонимание. Их шаги продолжились через контроль безопасности, через границу, отделяющую общественные пространства от более приватных зон. Каждый пройденный метр ощущался как маркер того, что это путешествие действительно началось. Для кого-то это, возможно, просто полет в Европу, но для Чимина и Чонгука, а также для публики, следящей за каждым их движением, этот момент был полон смысла. Позади остался конец года, позади временно отпущенная рутина, а впереди новое пространство, в которое они вот-вот войдут, как географически, так и эмоционально. Ближе к выходу на посадку ритм их шагов замедлился, не из-за сомнений, а потому что время, казалось, взяло паузу. Белый свет ламп аэропорта отражался на глянцевом полу, создавая длинные тени позади них. Вдали уже ждал самолет, который доставит их в Европу, соединенный телетрапом, словно дверь в новую главу, которая еще не была полностью раскрыта. Никаких драматичных поз, никаких чрезмерных взмахов руками, просто два человека, готовящихся покинуть один континент ради другого, унося с собой историю, которая еще не была рассказана до конца. Чонгук, казалось, глубоко вздохнул, прежде чем подойти ближе к выходу. Этот маленький жест, почти незаметный, на самом деле ощущался значимым. Словно груз был оставлен позади, а надежда перенесена вперед. Чимин стоял рядом с ним с расправленными плечами и спокойным лицом. Если и чувствовалась усталость от долгого расписания в течение года, она была аккуратно скрыта за контролируемым выражением. Если и чувствовались ожидания со стороны публики, это, казалось, не влияло на то, как они стояли и шли. Когда прозвучало объявление о посадке, атмосфера стала еще тише. Пассажиры начали выстраиваться в очередь, один за другим, двигаясь к двери самолета. Чимин и Чонгук присоединились к очереди без какой-либо показной привилегированности. Они передали документы, прошли мимо последнего сканера и встали прямо в дверном проеме. Путешествие в Европу начинается, унося Чимина и Чонгука прочь от прямого света софитов, но приближая их к новой фазе, еще не полностью известной публике. И за всеми спекуляциями одно можно сказать наверняка. Последний шаг в аэропорту – это не просто физический шаг к самолету, а знак перехода. Пауза, долгий вдох перед тем, как будет написана следующая история. Далеко над облаками, между двумя континентами, пока мир продолжает наблюдать в тишине. Внутри салона самолета атмосфера отличалась от суеты и шума аэропорта, который они только что покинули. Мягкий свет ламп окутывал узкий проход.
Звук двигателя кондиционера звучал стабильно, и характерный аромат дальнего путешествия медленно наполнял пространство. Чимин направился к своему месту спокойным движением, неторопливо убирая багаж в верхний отсек. Чонгук последовал за ним, убедившись, что все в порядке, прежде чем, наконец, сесть. Никаких долгих разговоров, лишь маленькие жесты, демонстрирующие комфорт друг с другом, словно эту рутину они проживали множество раз. Хотя каждая поездка всегда несет разный смысл. Когда ремень безопасности был пристегнут и прозвучало объявление о безопасности, взгляд Чимина на мгновение замер на окне. Взлетная полоса была длинной, маленькие огни выстроились аккуратно, как указатели направления. Возникла короткая пауза, прежде чем самолет начал движение, момент тишины, дающий пространство для мыслей. Чонгук смотрел прямо перед собой, его лицо было спокойным, но взгляд подразумевал полное осознание того, что они находятся в поворотной точке, покидая одну фазу, чтобы войти в другую, которая еще не была полностью определена. Когда самолет начал медленно двигаться, на полу салона почувствовались тонкие вибрации. Мир за окном начал отдаляться, аэропорт сжался, и вся суета, сопровождавшая отъезд, медленно растворилась. В эти секунды не было ни криков, ни вспышек камер, только два человека, сидящих бок о бок, несемые машиной и временем к одной цели. Возникло спокойствие, которое трудно описать, словно эта поездка не о пройденном расстоянии, а о пространстве для дыхания. Когда колеса самолета оторвались от земли и небо завладело видом, граница между землей и воздухом была отсечена. Корея превратилась во всеуменьшающееся пространство света, а затем исчезла за облаками. Чимин медленно вздохнул. Чонгук удобно откинулся назад. Нечего было сказать. Тишины было достаточно, связывая момент, который надолго останется в памяти. Путешествие в сторону Европы теперь действительно начинается, не как побег, а как намеренная пауза, шаг вперед, сделанный тихо, пока мир внизу продолжает двигаться и наблюдать в молчании. На все возрастающей высоте салон самолета медленно находит свой собственный ритм. Знак «Пристегните ремни» горит стабильно. Шум двигателя превращается в успокаивающий постоянный гул. Некоторые пассажиры начали закрывать глаза, другие включили экраны развлечений. Но для Чимина и Чонгука время, казалось, текло более тихим образом. Чимин снова посмотрел в окна. Белые облака простирались, как бесконечный холст, давая дистанцию от всего, что осталось на земле. Чонгук на мгновение повернул голову, убедившись, что Чимину удобно, затем вернулся в свое положение с неподвижным выражением. Медленно приходит облегчение, не в виде широкой улыбки, а в слегка расслабленных плечах и более размеренном дыхании. Напряженные шедули, блеск камер и требования, которые никогда по-настоящему не прекращаются, теперь ощущаются далеко, по крайней мере на ближайшие несколько часов. В замкнутом пространстве, парящем между континентами, у них есть время, то, что они редко имеют на самом деле, не для того, чтобы много говорить или планировать все на свете, а для молчания без необходимости объяснять. За облаками направление на Европу уже задано, часы тикают, расстояние сокращается, и новые истории медленно ждут впереди. Но сейчас, посреди долгого перелета, который только начался, Чимин и Чонгук позволяют себе полностью быть в моменте, спокойным, трезвым и готовым принять все, что придет, когда колеса самолета снова коснутся другой земли.